Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня мы с вами делаем вот такие симпатичные шары. Очень много блеска, камней, просто красота. И такие немного небрежные бантики. В этом есть свой шик. Если вам интересно, оставайтесь со мной и приступим. Сегодня для многих урок, наверное, будет нудный, но я могу сказать очень полезный. Анализируя ваши вопросы, я решила снять видео более длинное, но зато я вам расскажу и покажу многие моменты, которым я обычно не уделяю время, которые для меня происходят сами по себе. И очень извиняюсь, если на заднем фоне вы слышите, как работает моя посудомойка. Просто домашним делам тоже надо иногда уделять время. А сейчас приступим. И начнем с вопроса расположения вешалки. У многих получается, что когда тут все затянуто, и мы начинаем подклеивать вот здесь, где вы видите вот этот шов, то вешалка то на бок, то как-то еще. Я уже заранее, когда затягиваю, смотрю, вот вы видите, вот у меня получается здесь у меня будет подклеена лента. И еще на две части вот у меня получается, и вешалка вот она у меня прямо посередине. Вот если на 4 части, вот это надо учитывать, потому что потом все это перекручивать будет вам очень неудобно. Вот именно ориентируясь вот от этой склейки, где шар был склеен. Вот у меня тут получится, и вот вы видите, вешалка у меня ровно прямо вот здесь. Это один момент. Вот, как я уже говорила, здесь склейка, вот здесь у меня пойдет. И вот склеивание верхней части у меня как раз попадает посередине. И здесь еще будет бантик, и ничего видно совсем не будет. Когда мы подклеили верхнюю часть, вот не показала вам, у меня снова выключилась камера. Снова вот так берем, и если вдруг где-то лишнее, все вот так выравниваем, чтобы у нас была ровная платформа. На стразовой вот этой ленте иногда бывает вот этот силикон немножко больше заходит, поэтому заранее все подготавливаем, все подрезаем, иначе потом уже, когда вы будете подклеивать, вам это будет неудобно делать. Вот вы видите, все это подрезается, вот, ненужное. И подготавливаем ленту. Когда у нас все подготовлено, примеряем и просто подклеиваем, как мы уже делали с вами в предыдущих видео. Все края, конечно, пытаемся по возможности, чтобы все были подклеены. Вот у меня здесь наискосок, но я стараюсь, чтобы все было подклеено. Подсовываю где-то там, чтобы все держалось. И продолжаю работу. Здесь ничего сложного. Наношу клей, стараюсь его размазывать носиком. И по диаметру шара подклеиваю. Вот я подошла к краю. Здесь у меня чуть-чуть наискосок. И вот почти все вплотную. Как я уже говорила, стараемся, чтобы все края были подклеены. Лучше подрезать чуть больше, чем меньше. Теперь надо определить середину. Вот мы так зрительно берем, с одной стороны иголочку подкалываем. И если нам кажется, что это середина, с другой стороны. Вот так будет намного лучше все видно. Теперь вот так мы переворачиваем. И вот вы видите, у меня глаз алмаз. Все просто с двух сторон у меня идеально. И еще одно такое маленькое упущение. Иголочки не вот так насквозь прокалываем, а именно просто вот так вот вовнутрь закалываем. Теперь нам надо сделать еще две полоски. Мы берем и под углом, вот здесь очень удобно, отрезаем. Вот здесь у нас будет одна полоска. Измеряем и чуть-чуть с припуском также я отрезаю. Одна есть у меня. И также нам надо сделать вторую. Только здесь уже, видите, надо в обратном направлении это подрезать. Вот так, под другим углом. Прикладываю, также отмеряю и с небольшим припуском подрезаю. Что делаем дальше? Вот вы видите, иголочки я не убираю. У меня одна сторона, вот она, отгибаю и совсем чуть-чуть, даже
ну не знаю, 3 миллиметра наношу клей и подклеиваю. Больше не надо, потому что нам надо будет сдвигать все, и это все не будет удобно. И также подклеиваю вот ровно под углом вторую часть. Вы видите, я не убираю. Я примерила. Иногда приходится примерять несколько раз. Не один раз, а несколько раз. Наношу клей и все подклеиваю. Вот все у меня подклеено. Что делаем дальше? Берем иголочки. Теперь вот так мы располагаем, пока ничего не подклеиваем. Ну вот у меня уже, можно сказать, все идеально встало. Еще раз все измеряем, смотрим, чтобы у нас все было идеально. Теперь снова берем иголочки и, как я уже говорила, подкалываем. Подкалываем просто вот так вот. В этом случае у вас не останется дырочек на ткани, потому что многие говорят, что остаются дырочки. Вот это еще один такой маленький секрет. Середина у нас отмечена, края, где мы будем подклеивать, все у нас отмечено. Теперь можно отодвигать ленту и наносим клей. Я, видите, размазываю клей. И теперь по краю иголочки вот так совмещаю. Совмещаем всегда до 2 иголочек. Если у вас 3, не по одной, а то получится, что здесь будет ровно, а здесь у вас уже будет неровно. Вот. Все, теперь опять пальчиком придерживаем. Следующий отрезок наносим клей. И снова выравниваем по иголочкам. Вот. Так, мне эта иголочка уже мешает. Там все подклеено, можно ее убрать. И продолжаю работу. Вот интересно, сколько же вам советов моих пригодилось, которых вы не знали. Мне было бы любопытно узнать об этом. И продолжаю работу. Вот здесь у меня совсем чуть-чуть надо подрезать, но здесь камень, я его никак подрезать не могу, если только спиливать. Поэтому буду подсовывать, как-то подклеивать, чтобы все было ровно. Вот я прямо его, вот вы видите, все выровняла. И продолжаю вторую ленту подклеивать. Так, что-то у меня тут все тянется. Здесь уже все. Вот я выравниваю сразу по 2 иголочкам, не по одной. Одна, вторая. Так, это уже можно убрать. Вот эту часть сделаю с вами, и вторую уже буду вне кадра делать. Так, сегодня у меня клей тянется. Я обычно, чтобы он не тянулся, его на 20 минут в холодильник. Не в морозилку, а именно в холодильник, чтобы он охладился. Тогда он не тянется. Вот здесь мне надо будет подрезать, наверное, чуть-чуть. Хотя нет, можно так. И продолжаю работу. Для удобства я перевернула шар на эту сторону, чтобы мне было удобнее вот так ноготками все заправить. И вот вы видите, у нас все идеально получилось. Также работаем на второй части. И чтобы начать подклеивать стразы, если узор как у меня, то нам надо отметить центр. Берем иголочки и, как я показывала, вот так только подкалываем. Просто закалываем вовнутрь. Не надо насквозь, иначе у вас останутся дырочки. И вот так все 6 частей мы отмечаем середину. Так, это большая иголочка, где-то у меня маленькие были, вот они. И отмечаем.
все закололи, и вот так несколько раз прокручиваем именно вот, где мы закололи. Теперь я беру карандаш. Я не беру, я обычно на глаз это уже делаю, но если вы делаете первый раз, то обязательно. И сейчас просто беру и вот отмечаю середину. Этот карандаш у меня исчезает, поэтому можно и отметить. И вот так делаем. Полностью все отмечаем. Страза я буду приклеивать вот такие номера. Начну с 40-го. Не уверена, что 12-й понадобится, но пока есть. И я обычно подклеиваю, если это 40-й номер, то сразу все 6 штук. Не по одной, а именно сразу все. Вот у меня декор, дорожка сама, и здесь отдельно 6 страз 40-го размера. Когда я отметила, куда мне приклеивать, можно иголочки снять. Теперь я беру клей. Клеем я пользуюсь фирмы Уху, немецкой фирмы. Вот я наношу каплю и перехватываю вот этот усик. И, наверное, 3-4 секунды держу его. Вот в этом случае, даже если он упадет на ткань, он не прилипнет. И подклеиваю сразу. Страз. Переворачиваю. Снова наношу клей, перехватываю вот этот усик, чтобы он у меня не упал на ткань, и подклеиваю страз. И продолжаю работу. Если у вас вдруг страз попадает на складочку, приклеиваем его, даем немного закрепиться, чистим носик и наносим клей под складочку. Не боимся складочек, пусть она боится нас. Немного ждем и прижимаем. И все у нас идеально подклеится. Теперь я беру следующий номер страз, 34, но их нам понадобится в 2 раза больше. Вот я здесь уже начала делать. И всегда примеряем. Вот прикладываем камень и смотрим хотя бы как у нас примерно. Ну, я уже все это знаю на глаз. Снова беру ручку и вот все отмечаю. Так, тут чуть пониже. И снова делаю себе отметки. Все 6 частей. Здесь работа пойдет чуть побыстрее. Я беру клей, делаю вот такую точечку из клея. Придерживаю одну часть, пока она подсыхает. Я вот наношу второй клей. Придерживаю, беру страз и подклеиваю. Один и второй. И продолжаю работу. Следующий номер 30. Берем ручку, отмечаем, подклеиваем, затем подготавливаем 20. Берем ручку, отмечаем, подклеиваем и продолжаем работу. Я подклеила все камни и оставляю подсушиться. Я подклеила все камни и оставляю подсушиться. Вот вы можете видеть уже результат. Могу сказать, что игрушка достаточно тяжелая, но на искусственных елках это все хорошо держится. Вот она, и тут у меня еще одна есть. Это новый комплект, я работаю, не успеваю снять, но работаю. И вот это, конечно, тяжелее. Тяжелее, потому что здесь много красоты. А сейчас приступим, и я вам покажу, как подклеить цепочку на расстоянии. Очень красиво смотрится, просто потрясающе. А когда еще будут бантики, то это просто будет шик.
Цепочку всегда раскручиваем, чтобы она у нас вот просто на столе была, чтобы не дернула ее и чтобы она нам не испортила работу. Берем клей и для начала подклеиваем вот здесь в углу цепочку. Наносим достаточно много клея, стараемся и на стеночке. Руками ничего не хватаем, пинцетом и укладываем вот это звено туда. Прижимаем и даем закрепиться. И пока у меня тут закрепляется, для облегчения работы я возьму карандаш. Это ручка, которая через время, которая-то исчезает с ткани. Ну, я, конечно, все это на глаз делаю, потому что у меня уже все наметано. Но вам обязательно, если вы первый раз делаете, то надо. Во-первых, мы вот эти линии учитываем середину, чтобы у нас центр между этими камнями соблюдать. И вот мы начнем отсюда подклеивать, увеличиваем оборот и вот так. Просто кто первый раз это делает, это, конечно, очень вот эта ручка поможет. Не советую рисовать все сразу, потому что она через 10 минут все равно исчезает. И вот вы видите, я нарисовала. Придерживаю здесь цепочку, беру клей, клей наношу на один оборот. Что я имею в виду? Если вы держите шар в левой руке, как я, придерживаете цепочки, то вам будет удобно именно с левой стороны работать. Нанесу клей вот сюда и до сюда. Здесь остановлюсь, цепочку приклею, затем дальше снова один оборот, остановлюсь, приклею, дальше. Но сейчас я вам все покажу. Беру клей. Сразу клей беру так, чтобы у меня клей был вот здесь в тюбе, в носике, чтобы не было воздуха, иначе будет пузырек. И вот так наношу. Вот, один оборот у меня есть. Цепочку накладываю сверху, не сбоку, не как-то еще. Если вы будете накладывать сбоку, вы просто размажете клей. Если надо, вот так игрушку поворачиваем и придерживаем пальчиком, как я говорила, с левой стороны. Вот здесь мы дошли. Придерживаю пальчиком, отодвигаю цепочку и снова наношу клей. Так, если мне кажется, что где-то я не нанесла достаточно клея, прохожусь еще раз. Не старайтесь нанести сразу весь клей на всю игрушку. Он у вас высохнет, и вам все равно придется второй раз наносить. Придерживаю пальцем. Я не то что не могу, не хочу камеру сейчас остановить, чтобы я просто не могу. Вот я сейчас. Поэтому буду сейчас показывать вам весь ряд. Один оборот есть. Тут даже не хочется дышать, чтобы что-то не испортить. И вот сверху я накладываю цепочку. Так, вот здесь поправлю чуть-чуть. Придерживаю снова пальцем и наношу клей вот теперь до самого угла, чтобы подклеить цепочку полностью. Поворачиваю для удобства. Лишнее обрезаю. И все подклеиваем. Вот что у нас получилось. И вот что у меня получилось. Сделала бантики, сочетала сатиновую ленту и фатин. Вот у меня с металлизированным краем. И бантики выглядят немножко небрежно, но в этом весь шик. Посмотрите, какая красота. А на сегодня все. Надеюсь, урок вам понравился, был полезен и вы узнали что-то новое. Если это так, не забывайте ставить пальчик вверх, мне будет очень приятно. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.